Кто такие протестанты? Против чего они протестуют? Являются ли они сектой? И вообще, верят ли они во что-либо? Давайте разберемся. Всем привет, меня зовут Анатолий, и я рад видеть вас на моем YouTube-канале. Сегодня мы будем с вами разговаривать на такую тему, как протестанты, откуда проявился протестантизм, что это значит, и вообще, что за деноминация, и являются ли они сектой или частью большой вселенской церкви. Как вы можете понять, слово «протестант» произошло от слова «протест». Итак, против чего же протестуют или протестовали протестанты? Для того, чтобы понять, против чего протестовали, нужно вернуться в XVI век. В XVI веке произошел, наверное, один из самых главных и больших расколов церкви, один из, то есть православная церковь уже отделилась, осталась только лишь католическая, и от католической церкви произошел еще одно отделение, раскол церкви. Тогда появился протестантизм. Один из священников, Мартин Лютер, он решил поговорить с церковью по поводу 95 своих тезисов и тем самым задать вопросы по поводу того, куда двигается церковь и правильно ли верит. Его убеждения посчитали неверными, поэтому и Папа Римский решил предать его анафеме, то есть сказать, что он сектант. Против этого выступил ряд больших и значимых людей. Это было знать Германии, и они сказали, что они не выдадут своего священника, который говорит правду, который предлагает читать Библию на своем языке и который учит Святому Писанию, Святой Инквизиции. Они начали протестовать. Именно так появился протест. То есть протестанты появились именно от этого слова, потому что 5 важнейших ключевых фигур в Германии выставили свой протест против того, чтобы отдать Мартина Лютера на сожжение. Давайте посмотрим немного на статистику. Всего в мире есть 3 самых больших направления в христианстве. Это католицизм, православие и протестантизм. На самом деле протестантизм находится на 2-м месте, насчитывает около 800 миллионов членов церкви, то есть прихожан. Очень сильно распространен, естественно, в Западной Европе, в холодных странах, и также распространен очень сильно в Америке. Наверное, самое большое количество христиан в одной стране находится, естественно, в Соединенных Штатах. Там примерно 52 миллиона человек посещает так или иначе протестантскую церковь. Как я уже и говорил, протестантизм зародился в XVI веке. Наверное, 2 самых яркие личности, которые мы знаем сейчас, это Кальвин и Лютер. Лютер был первый, кто начал все это движение, но до него тоже были другие, просто менее известные личности. Также очень сильное влияние произвел на другую часть Европы Кальвин, и их называют реформаторами, то есть люди, которые пытались реформировать церковь и вернуться к настоящему апостольскому вероисповеданию, к тому, как верили апостолы и первая церковь. Именно протестанты считали и считают до сих пор, что та вера, в которую они верят, является продолжением той веры, в которой верили апостолы и сам Христос. В России протестанты появились тоже довольно давно. Они проявились при Василии III, то есть это 1520-е, 30-е. Тогда начали массово приезжать протестанты. Их звал Василий, так как они были высокообразованные, имели какие-то определенные навыки. Они были аптекари, они были ветеринары и так далее. То есть у них была какая-то определенная специальность, и при этом у них было вероисповедание. Они, то есть, были честные христиане, которые хотят служить Богу. Поэтому императоры их приглашали, и все больше и больше их становилось, естественно, в стороне, потому что было привлекательно, что для них давалось много поблажек, потому что их гнали очень сильно в то время в Европе. Основные отличия, которые есть у протестантизма, являются в нескольких пунктах. Первое, то, что протестанты считают, что необходимо читать Библию на своем родном языке, поэтому вся литургия, то есть все церковное богослужение происходит на родном языке, читается Библия на родном языке, и, собственно, проповеди, молитвы и все остальное произносится на том языке, в котором находится в этой стране.
не как у католиков или у православных на старославянском, а у католиков на латыни. Также у протестантов есть меньше таинств, чем у православных и католиков. У православных их 7, а у протестантов 2. Протестанты считают, что есть таинство крещения и таинство причастия. Сам по себе протестантизм неоднороден. У него много разных течений, много разных церквей, и церковь от церкви может отличаться. В этом еще одна особенность, потому что признано всеобщее священство. То есть каждый член церкви является священником, и тем самым каждый может читать Библию, изучать ее и толковать. Поэтому появилось много деноминаций, это ответвлений в протестантизме, и поэтому невозможно определить общие черты, наверное, протестантизма в целом, потому что в каждом течении есть определенные свои устои, свои отличия и разница. Некоторые протестанты крестят детей, некоторые протестанты считают, что необходимо крестить только лишь в сознательном возрасте, когда человек сам изъявляет желание покреститься. Еще одно самое большое, наверное, отличие – это когда вы заходите в храм, то вы увидите, что у протестантов не будет ни икон, будет очень простое убранство, то есть будет легкий ремонт. Чаще всего сейчас протестанты используют стандартные классические здания, они не сильно похожи на церковь в плане православной или католиков, они довольно менее броские. На данный момент в России примерно 2 миллиона протестантов. И, пожалуй, отвечу на самый важный вопрос, являются ли протестанты сектантами. В каком-то смысле да, потому что слово «секта» означает отделение, отдельное течение. Таким образом, мы можем сказать, что да, это что-то новое было когда-то, но это устоявшееся вероисповедание, это уже многовековое течение, которое признано также и католиками, и православными. Не все православные признают протестантов, но каких-то протестантов признают априори, а каких-то нет. Допустим, в протестантизме есть такие течения, как реформаты, лютеране, баптисты, пятидесятники. К каким-то относятся более лояльно, к каким-то менее лояльно, сами православная церковь. Но в целом протестантизм является христианством и не является сектой в понимании такой, что они уводят людей от Бога. Наоборот, это полноценная церковь, которая рассказывает людям Евангелие, которая спасает людей, приводит их к Богу и помогает им возрастать в познании Слова и в познании Божьей любви. Если коротко, то протестанты – это не секта. Протестанты отделились от католиков и сейчас являются вторым по величине течением среди христиан и самые большие по распространению в мире. На данный момент в России их довольно много, они разные, и, как вы понимаете, то православная церковь признает большую часть протестантов и не считает их сектой, именно официальная православная церковь. Если вы хотите больше узнать про какую-то конкретную церковь, про какое-то течение, вы можете написать об этом в комментарии. Я постараюсь подготовиться и рассказать вам о них поподробнее. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в следующем видео. Пока!